Привет! Сегодня поговорим о топ-5 приманок по жереху в 2024 году. Сразу же хочу сказать, что жерехом я в этом году плотно не занимался. Рыбачу, как правило, на двух речках. Это Неман, Березина. Это мои любимые места. Не так много у меня времени, поэтому у меня задача прийти, словить рыбу за час, два, три и уйти. Чаще с рыбой. Рыбу я все отпускаю, естественно. Особи у меня небольшие, там 50-60 сантиметров, наверное, по-моему, 65, наверное, в этом году был максимальный. Крючки разгибаются страшно. Вот, итак, начнем. На 5-м месте это Миран Пантера 5-граммовая. Отличная приманка. Вытеснила у меня Акару в этом году из коробки почему-то, потому что Акара вообще стабильно ловит, классная блесна, но вот Миран дальше летит, лучше играет и стабильно держит струю. Как по мне, идеальная просто приманка, стоящая отдельно. Нельзя. Константин Кузьмин любит блесна этого бренда. Игру приманки вы сейчас увидите на экране. Блин! А это кто? Жерех! Ё-моё, жерех! На 4-м месте неожиданно спустился севачгировский Fat Tail Spin. Это 9 грамм. Еще и 16, по-моему. Тоже классно ловит. У меня еще есть и лонговская версия. Конкретно этот Tail Spinner хорошо ловил, стабильно ловил. Еще и Припяти ловил. Да, в принципе, много где ловил. Всегда ловит. Но почему-то начал уступать определенным минохам, которые вошли в топ-1, поэтому сместились с первого места. Обычно это у меня топовая приманка по жереху в каждом году. Игру приманки вы сейчас увидите на экране. Севачгировский 3,5-4 сантиметра, 4-граммовый Blade. Расцветка не важна, работает всегда и везде. Просто проводите приманку. Нападение особо у него там есть вибрации, но, конечно, как он заводится и струю держит, просто шикарно. Аналоги пробовал, немножко не те, не так струю держит, но тоже ловит. Обычно эта приманка у меня ловит, в принципе, всю рыбу, кроме головля. Вот головля на нее не ловил. Хотя поклевки были, но вот прям вытянуть нет. Но об этом подробнее. Если надо, то приманки по головлю, то ссылочка здесь. На 2-м месте, как бы ожидаемо, это Рафаэль. Универсальная приманка, которая просто в этом году меня удивляла. Все рыбалки стараются завершать именно этой приманкой, всегда ловят. Нападение сыпется как надо. Пассивную рыбу выманивает, кого угодно. Есть более крупная версия, у меня уже зиббейтовские, вот здесь название я уже забыл. Просто проводите, даете сыпаться, проводите, даете сыпаться, жерех будет атаковать. Игру приманки вы сейчас увидите на экране. Ну и на 1-м месте, долго лежал у меня в коробке, это у нас Forest iFish от Forest 5S. Есть еще 7S, но он прям как камень тонет. В чем преимущество данной приманки? Если есть окунь и жерех, он точно будет атаковать на эту приманку. Его надо проводить очень быстро и давать сыпаться. Сыпется он не хуже Рафаэля. Это что-то уникальное. Такую игру мне выдавал. В принципе, он мне и по жереху, и по окуню. Это топовая приманка. Просто обязаны быть, стоить недорого, стабильная игра, нужно сильное течение и глубина. Он там король. Просто можете попробовать снова купить 70 размер, потому что 50 размер шикарно. 70 я продал, потому что мне не понравилось его играть. Думал, что ее нету. Сейчас понимаю, что я ее просто не понял. Поэтому топ-1 приманка по жереху. Игру вы сейчас увидите на экране.
Так. Папа есть. Ух ты. Ты кто такой? Ты жерешок. Ну-ну-ну. Как тянет. Вот такой. Как выглядят крючки после попадания жереха того. Думаю, надо заменять его однозначно, потому что вот это ни к черту. Ой, ну точно. Тут речка просто ожила. Опа! Снимай. Есть. Подохнет. Жерешок. Жерешок. Какой-то вобер сегодня разрывает темный цвет. Вот этот. Поклевка на это. Короче, раздача пошла жереха, так что давай этот такой опускаем. Микрожериха. Оп. Фиш. Сегодня у него жерех тут клевал рядом. Ссылочку можете. Сейчас еще будет. Ну да, этот поток ему легко справляется с таким потоком, ему вообще ни по чем. Да ладно. Что за вобер такой? Чисто разрывает сегодня. Также хотелось бы добавить сразу же, что я не ловлю на стримеры, потому что, ну, вообще стримеры классно ловят 2, 1, 2, потому что это, во-первых, не слишком спортивно, а во-вторых, я просто считаю, что это немножко сбивает игру приманки. Если у вас основная, конечно, приманка стример, он действительно может атаковать 9 из 10 на стримере, если задача словить. Но падает игра самой приманки, и вы часто можете вот просто не раскусить игру такой приманки, потому что она довольно мелкая. Ну, это мой подход, это мое мнение, поэтому. А на что ловите вы, пишите в комментариях. Уверен, что у вас не меньше рыбы и больше, и я всегда рад это слышать. Всем пока!